Дорогие коллеги, с нами Эва Хирш Понтес, MCC из Бразилии. Мне кажется, первый раз так далеко заходит наша неделя. Эва дипломированный психотерапевт, у нее также есть диплом в маркетинге. И она сертифицированный супервизор, ментор, она сертифицирована Европейским советом менторов и супервизоров. И она также преподает в двух лидирующих бизнес-школах Бразилии. Большой пионер супервизии, колоссальное количество коучей работала с ней как с ментором. Я очень надеюсь, что это будет прекрасная сессия. Я буду ее переводить. И Гульнара, наш клиент. Гульнара, включите, пожалуйста, к нам. Придите к нам. Мне кажется, я очень сильно нервничаю, это очень сильно передается. I think I'm being very nervous and it transfers to everything. Gulnara said that? Алло, здравствуйте, Ева. Для меня большая честь быть вашей коучи сегодня. Hi, Eva. It's a great honor for me to be your coach today. Thank you, Gulnara. It's my pleasure and honor to be your coach. And I just want to check something. Who said something about being nervous? Oh, it was Gulnara's words. I just translated. So, I wonder what would make you less nervous for this experience. Гульнара, что поможет вам быть меньше, что поможет вам нервничать меньше во время этого? Я не знаю, я постараюсь сама себя успокоить, потому что я волновалась насчет связи, и у меня получается, что чего я хотела, то получилось. Well, I hope I will be able to calm myself down because I was very afraid that I will have technical difficulties, and here they are. So. Okay, so what do you need to be here in the moment? We are now connected. What do you need? Что вам нужно, чтобы быть здесь в моменте? Мы уже на связи. Что вам нужно? Да. Ну, я попробую. У меня вообще проблема была сформулировать свой запрос, потому что я думаю в трех направлениях сразу, и мне кажется, что из всех этих трех возможных запросов самое главное, как мне выйти сейчас из полосы негатива. I was thinking about a request for today. I have various most important how to get out of this negative situation that I am in. I cannot hear you, Ksenia. Mm-hmm. Can you say that again, please? She was thinking of something and then I lost you. I was thinking of several requests for the session, and the main topic, how to get out of this negativity that I'm in currently. I cannot hear you. If you could speak closer to the microphone. The main topic is? The main topic is how to get out of this negative situation I am in currently. Ksenia, Гульнара, вы можете выключать на какое-то время свой микрофон, потому что ваши шумы заглушают переводчика. Так, okay, sorry. The main topic is for me to get outside of this negative situation that I am in, the negative mindset that I am currently in. So to get out of the currently negative mindset you're in, Gulnara, is that it? Выйти из как бы состояния негатива, Гульнара, правильно? Да, правильно, потому что как-то чем я больше ставлю себе высоких целей перед собой в карьере, в делах, в жизни, тем больше я впадаю в негатив в последнее время. Даже если взять то, что я с января
могу никак выздороветь, кашлю я буду во время сессии тоже кашлять, наверное, я просто прощаю. А проблемы возникают, но я не хочу концентрироваться сейчас очень сильно на этом моменте. Я просто хочу найти внутри себя силу и какие-то возможности из себя попытаться сейчас с помощью вас, Ева, найти какие-то свои внутренние резервы, которые помогут мне дальше двигаться, быть в позитиве, быть реализованной и как-то себя найти, что ли, заново. All right. Yes, I've noticed that the more ambitious goals I'm setting, the more negativity I have. Like, for instance, I have been sick for a long time, I have been having issues, and I would like to find strength to activate like inner resources inside of me and to be in a positive mindset. So the more ambitious goals, the more you seem to be working somehow against them inside you. Is that what I get? Чем более амбициозные цели, тем больше вы как будто бы работаете против них. Правильно? Да, Ева, правильно. Возможно, даже я работаю против себя, потому что я начинаю, у меня какие-то начинаются проблемы. Я не знаю, даже технические проблемы, даже вот сегодня вот мне избрать, да, просто что-то не случится. И я понимаю, что я сама себя обвиняю в этом пути, но я сейчас хочу просто сконцентрироваться на себе и понять, как мне из этого выйти. Yes, Eva, you're right. I'm realizing that I'm sort of working against myself. Even today, when I had these technical problems, and I noticed that I put myself in this negative state, and I would like to understand how to stop doing that, how to be in a positive mindset. So Bernard, it's beautiful that you seem to have an awareness that you can activate your own inner resources to go towards your goals. Гульнара, это прекрасно, что у вас есть осознание того, что вы сами можете активизировать свои внутренние ресурсы и двигаться в направлении целей. And I wonder how this conversation, we'll have 20 minutes, so how this conversation might help you in that aspect. И мне интересно, как наша беседа, у нас будет 20 минут, поможет вам продвинуться в этом аспекте. Я сейчас пытаюсь думать. Мне кажется, просто мне нужен взгляд со стороны или какой-то правильный вопрос, или вопросы, которые помогут мне выйти на мои какие-то инсайты. Well, I'm trying to think. Perhaps I need a view from another point of view, some questions that will lead me to insights. So you're looking for insights. Is that what you would like to have at the end of the session? То есть вы ищете инсайты. Это то, что вы хотите сделать результатом на сегодняшнюю сессию? Возможно, инсайт, возможно, инсайт, да, потому что я думаю, что сильно хороший такой вопрос, острый вопрос или, в кавычках, там, правильный вопрос, поможет мне как-то понять, где мне взять внутри себя точку опоры, чтобы, наконец, справиться с тем, что я ставлю перед собой такие проблемы. Ставлю перед собой, простите, что? Сама себе создаю проблемы. Спасибо. Perhaps insights, perhaps it would be a powerful question that will help me to see where to take my point of reference, so to say, point of strength, and help
will help me to understand how to stop creating problems for myself. So my first question would be, tell me, what are your 3 top strengths? Гульнара, мой первый вопрос к вам будет, скажите, какие у вас 3 самые сильные стороны? Одна из самых сильных сторон, я умею щедро делиться своим опытом, знанием. Я делаю это сильно. Гульнар, вас очень плохо слышно. Я умею делиться щедро своими знаниями, опытом и умею это делать хорошо. Одна из сильных сторон. Еще сильная сторона. Я не знаю, насколько это сильная сторона. Я открытая и честная. Как бы ситуации сложные не были. Ну и, наверное, сильная сторона, что я не сдаюсь никогда. Слышно? Well, my first strength is that I share my knowledge and my experience generously. My second, well, I'm not sure if it's a strength, but I'm open and I'm honest even in difficult situations. And my third strength is that I never give up. That's beautiful. Well, I think you're being open and honest today about the difficult situation. I would say yes, that's a strength. Absolutely. Да, отличные качества. Мы сегодня смотрим на вас, я бы сказала, что вы очень открыты по поводу сложностей, которые у вас были. Это точно сильная сторона. And I was struck by the word generously. Gulnara, you share your experience and the knowledge generously. So I would invite you to look at yourself with a lot of generosity and be honest with yourself and say, what is your gift to the world? И меня поразило то, что вы сказали, что вы щедро делитесь. И я хочу попросить вас как бы вот с этой щедрой позиции посмотреть на себя и быть честной и ответить на вопрос, в чем ваш дар, что вы дарите миру? Вот этот вопрос, он был связан с моим проектом, который я хотела сделать для своей страны, начать диалог о будущем страны. И исторически, и, как сказать, чисто исторически даже для меня, и генетически, история моей семьи связана с этой страной. Слышно, да? И мне кажется, этот проект для меня был бы, как сказать, возможностью подарить, что ли, людям в этой стране, возможность услышать. Возможность услышать? Услышать друг друга, потому что в нашей стране сейчас происходят очень серьезные перемены, смена поколений, власти, систем. Но мне, честно сказать, сейчас очень много, но я много в негативе, и чтобы быть полезным даже в этом проекте. Как ученый, как человек, который может стать медиатором или модератором этой дискуссии внутри государства. Well, I have this idea of the project for my country that would start a dialogue about the future. And historically, my family is very connected with the history of the country.
I think that this project would be a great opportunity to give like a possibility to hear each other, because we have a lot of change in our country now. Generations change, our power is being changed, the government is changing, the system is changing, but I'm in so much negativity now that I'm afraid I can't be useful in this project. I can't be useful for it. Okay, Gulnara, I hear that you have this beautiful dream, and it's about better conversations in your country. The word dialogue is important. Гульнара, я слышу, что у вас есть очень красивая мечта, и она про более лучшую коммуникацию внутри страны. Правильно? Да, правильно, но даже это больше не мечта, я делаю шаги для этого, но я понимаю, что чтобы быть успешной в этом, надо быть как бы в ресурсном состоянии, а вот то состояние, в котором я нахожусь сейчас, оно не дает мне такого шанса. Yes, but it's not even dream. I'm making steps towards it, but I realized that in order to be successful, I need to be in a resourceful state. But the state I am currently in, it doesn't allow me this chance. Okay. So you're moving towards it. Can I ask you, Gulnara, if you could stop and feel or think, how does that negativity express itself? То есть вы двигаетесь к этой цели. Гульнара, а могу я попросить вас остановиться и подумать, прочувствовать, как негативность вот эта влияет, как она проявляется? Она проявляется напрямую. Мои эти страхи, негативные мысли, они подрывают мое здоровье, подрывают мою финансовую ситуацию, мои какие-то связи, то есть делают меня уязвимой, делают меня такой ранимой, слабой. Ну, я теряю опору. Напрямую, примерно так. Well, they are demonstrated directly. Those fears and emotions, they undercut my health, they undercut my network, they make me vulnerable, and I'm losing my base. So we're talking about dialogues, and I'm wondering, Gulnara, what's the internal dialogue what are the voices that are in your head, what you say to yourself? And I'm gonna be a bit more explicit here and longer. Usually we have these voices and they come in very short sentences. They tell us things in very short messages. Whenever a difficult situation comes up, these are our internal dialogues. I'm wondering what's going on there. Гульнара, а как происходит ваш внутренний диалог? Что говорит ваш внутренний голос в эти моменты? Я немножко задержусь на этом. У нас часто в сложных ситуациях возникают какие-то короткие предложения внутри, короткие сообщения, такой внутренний диалог. Вот что ваш говорит? Мой внутренний диалог часто мне говорит, что может быть этот проект или моя цель, она слишком большая для меня, может быть, я слишком маленькая для нее, может быть, я не найду понимания, может быть, я не смогу этого сделать, может быть, это слишком много. Может быть, это слишком амбициозно.
my inner voice says, maybe this project, this goal is too big. Maybe I'm too small for this goal. Maybe I wouldn't find understanding. Maybe it's too ambitious. Еще я думала, что я, может быть, боюсь за свою личную жизнь, ну, физически, потому что люди в моем окружении очень много страдают от того, что они выражают свое мнение и, ну, лишаются свободы, скажем, или просто, ну, как бы их жизнь прекращается, ну, как-то так. Но я потом я подумала, что для меня это не главное, потому что такого вот чувства страха у меня нет физически, если даже, ну, вот смерти, скажем, да. Но у меня есть такой страх, что, как сказать, я одна знаю, как это делать, то есть у меня картинка есть, а вокруг нет людей, с кем бы я могла поделиться. И тот человек, с которым я консультируюсь по этому проекту, но это одна из целей — собрать людей. У меня нет сил, как сказать, я не могу это начать. Another thing I thought is, like I noticed, there could be like a physical fear because people can suffer in my country for speaking up, for raising voice. They can lose their freedom, but this is, and I have examples of that, but to me it's not important. I realize that this is not the fear I'm having, but I do have fear that I'm alone. I have a picture in my head, but I don't have people to share it with. I have one person, but like still I need to collect people I can share it with, and I don't have strength for it. So mainly the voices and the situation go, if I got it right, around two big patterns. One is thinking, I'm too small, this is too big. And the other is, people won't understand, but at the same time, I haven't shared it with anyone. And I understand the physical fear, but I understand this is not the main issue. So I would concentrate around these two. Which of these two would you like to look at first, Gulnara? Being too big or too small, or having people to understand, having more people to work with you so that this idea can start to gain more form? Я так поняла, что вот эти голоса, которые у вас есть по поводу ситуации, они делятся на две группы. Первая те голоса, которые говорят, что вы слишком маленькая, цель слишком большая, а вторая, что нет понимания, но с другой стороны вы ни с кем и не делились этим. И я услышала про физический страх, но я так поняла, что это не главная проблема, и мы сфокусируемся на вот этих двух группах. Над какой вы хотите уделить время в первую очередь? Тем голосам, которые говорят, что вы маленькая, цель большая, или тому, что нет понимания, и делиться с людьми вот этой группе? Я где-то, наверное, посередине, потому что я начала делиться, но не настолько, чтобы получить поддержку, еще много надо над этим работать. Но между большим и маленьким, большой и маленькой целью, слишком большая цель и слишком маленькая я, у меня есть такая позиция, что кто если не я? Ну, как сказать, такая позиция. Ну, в смысле, я осознанно, в этом смысле, кто если не я? Потому что если ждать, пока кто-то за меня сделает,
жизни проходит, так скажем. Well, I'm in between. I have started sharing this idea, and in regards of the goal being too small, too big, and me being too small, I have this position, like, who will do it if not me? Like, if you wait for someone to do it, then the whole life will go by. So this is the position I'm having. So I'm in between. And I noticed there was a smile at the end of Gulnara's talk. Я заметила, что в конце, Гульнара, вы улыбнулись. So, Gulnara, На самом деле я очень позитивна в этом вопросе, потому что у меня нет, скажем так, политических амбиций. У меня есть амбиция гражданская. Я коуч, ученый, и у меня есть управленческий опыт, 15 лет. Я просто хотела быть полезной людям, потому что я понимаю, что никто никого не слышит в сторону. И у меня есть моя специализация, конфликтология, медиация. Я просто, если говорить о больших целях, я хотела быть полезной в этом смысле, потому что есть опыт и знания. Okay. Well, I'm very positive about this goal. I don't have political ambition. I have a civil ambition. I want to be useful to people. I'm a coach. I'm a scientist. I specialize in conflictology. And yes, I have these big goals, but I want to be useful, and yeah, I want to be useful. so this the smile, the courage, the willing to be useful. Can you locate it in your body? Where is it? Гульнара, вот эта улыбка, ваша смелость, желание быть полезной, можете найти эти ощущения у себя в теле? Где они расположены? Ну, я показала уже где-то вот здесь, в душе. Где говорят, душа посередине. Это где? Вот посередине. Well, I've located it somewhere where we say the soul is located, like somewhere like right below the chest. And I noticed the change in your expression. So what happens to you, Gulnara, when you get in touch with working from your soul? Я заметила, что у вас прям поменялось все выражение лица. А что происходит, Гульнара, когда вы работаете как бы в осознании вот в ощущении своей души? Я думаю, что это то самое место или та самая ипостась, где мы настоящие, где мы, как скажем, не стрессуем, не травмируем, может, где мы настоящие. Well, I think it's the spot where we are true, like authentic, where we don't stress, we don't like traumatize, we're real. So my question to you, Gulnara, is how can you be more in touch with that inner voice? Гульнара, тогда мой вопрос к вам. Как вы можете больше быть в связи с этим внутренним голосом? Ой, найти бы этот мостик, чтобы к этому возвращаться. Но у меня сразу нет. If only I could find this bridge so I can come back to it, but I currently don't have an answer. And as you touch your body here, what happens to you when you touch it physically?
Когда вы касаетесь своего тела в этом месте, что происходит с вами физически? А физически как будто бы я возвращаюсь к себе. Вот так, к себе. Physically, it is if I'm coming back to myself. So there is a bridge. То есть мостик. Да, есть достаточно прочный, хороший мостик. Yes, there is a strong bridge, a good bridge. What are you learning right now, Gulnara, about yourself? Чему вы научаетесь, Гульнара, сейчас о себе? Ну, наверное, это вспоминаю, что, ну, как бы вспоминаю, какая я настоящая, какой я могу быть, где я могу быть, ну, якорь, скажем, где я могу являться, вспоминать. Якорь, простите. Ну, якорь, который меня заземляет, я могу понимать, кто я, ну, как скажем, ну, примерно так, если понятно. I'm remembering how I am, like when I'm real, feeling the anchor that is making me grounded, if that makes sense. So it's beautiful how the word real keeps on repeating. The real Gulnara. And it's not about big or small. It's just bringing the real Gulnara and grounding into the real Gulnara. Интересно, как слово «настоящее» повторяется, то есть это больше не про большое, маленькое, это про настоящую Гульнару, заземленную Гульнару. Возможно, так. У меня есть одна проблема, я не знаю почему. Я не считаю себя сейчас столько успешной и реализованной, но почему-то вокруг создается такое впечатление, что я такая. А мне сейчас самой, как сказать, нужно вот это вдохновение, что ли, или понимание, что я такая. Perhaps. The problem is I don't feel myself being successful or being realized, but around me, like from outside, it seems that I'm that successful. And I need this inspiration to feel that I am this person. And who will give you that inspiration? А кто даст вам это вдохновение? Ну, я вначале сказала, что я нигде его не ищу, кроме как внутри себя. Well, in the beginning, I've said that I'm not looking at anywhere except from within myself. I'm not sure I understood that, Ksenia. I mean, I understood your words, but in the beginning. In the beginning, I've said that I'm not looking for this inspiration anywhere, but inside of me. Yeah, okay. So when you look at the real Gulnara and you ground it, and it seems there's a work from the soul, how does that relate to inspiration? Когда вы смотрите на настоящую Гульнару и в связи со своей душой заземленной, как это работает на ваше вдохновение? Вот вопрос очень хороший, очень глубокий. И, если честно, я бы его записала или вернулась, но вот сейчас у меня сейчас прям нет такого. Мне надо думать, это очень глубокий. It's a very deep question. It's a very good question, and I would write it down. I would come back
to it. I will come back to it. But right now I don't have an answer. I need to think about it. Okay, so I'm aware of the time. You asked for questions and insights. How are we doing and where do we need to go to close this session now? Я слежу за временем. И вначале вы сказали, что вы ищете инсайты и вопросы, как вы, где мы находимся в отношении этой цели. Ну, иногда мне кажется, что в коучинге даже очень хороший вопрос, над которым надо очень хорошо подумать, ну, может быть, как результат сессии. Я очень благодарна. Я очень что? Я очень благодарна за это. За хороший такой сильный вопрос, над которым я могу хорошо подумать. Well, I think that in coaching, sometimes a good question, a powerful question, the question that requires you to think for a long time is a very good result for the session. And I'm very grateful for this question, something I can carry on. So if you would summarize, what is the question you're taking away? Можете подытожить, с каким вопросом вы уходите? Мне сейчас, чтобы точно, мне понравился сам вопрос, я его сейчас точно не могу повторить, но я уверена, что мне просто сейчас нужно, наверное, сконцентрироваться. И вопрос, я понимаю, что внутри меня и этот вопрос, который мне сейчас Ева задала, я его проработаю просто. Я ухожу с вопросом, что сила внутри меня, я знаю, где я настоящая, я знаю, как иногда возвращаться к этому, когда я теряю себя настоящую. Ну, примерно так. Well, this question, the last question that Eva asked, it's a good question that I will come back to. I can't repeat that question exactly, but I'm living with the question that, or the problem that the power is inside of me, and I know my real self, and I know how to come back to it. So this is what I'm living with. Well, thank you. Anything else you need before we say goodbye? Спасибо. Есть ли еще что-то, что вам нужно, прежде чем мы попрощаемся? Я не знаю. Я бы хотела, если это возможно, конечно, это не коучинговый формат, но если есть какая-то обратная связь или какие-то вопросы, которые бы мне в последующем помогли над этим подумать, я была бы благодарна. На самом деле, Ева, спасибо очень большое. Я очень счастлива, что я была сегодня в вашем коуче. Well, I know it's not a coaching form, but if there is a feedback that you can share or some questions that I can take away and think on them after the session, that would be useful. But I'm overall grateful, Eva, for having a chance to be your coaching. Well, I thank you, and I would like to acknowledge your strength and your courage. And I felt inspired. And what I'd like to share, Gulnara, is usually it happens that we are afraid of our success. So I would leave you with that question to think about: what in the success I am going to have causes me fear? Гульнара, я хочу отдать должное вашей силе, вашей смелости. И
Я очень вдохновлена была этой сессией. Я хочу оставить вас с вопросом. Иногда, в смысле, иногда мы сами боимся нашего успеха. И я хотела бы, чтобы вы подумали, что в этом успехе пугает вас. Спасибо большое. Я думаю, что это было самое ключевое. На самом деле, я сама понимаю, что я боюсь этого успеха, боюсь вернуться к тому, откуда я ушла. Спасибо за сайты, спасибо за поддержку. Ксения, спасибо большое за класс. Спасибо вам за участие, Гульнара. Yes, that is actually key. I know myself that I'm being afraid of success, and I will be thinking why. And thank you so much, Eva. That is still from Gulnara. Thank you so much, Eva, for being my coach today. And from me, thank you, Eva, so much for this deep session and a very inspiring session. I know I will rewatch it, as translating I didn't have a chance to analyze much, but still it was so strong. And I will switch back to Russian to see for the questions. Okay, thank you. Thank you so much. Коллеги, есть ли у вас вопросы к Эве, прежде чем мы перейдем дальше? У меня вопрос, который я сейчас задам, будет звучать как Эва как бы понимала, в какую сторону идти. Вот как вообще она поняла, что дальше делать после запроса. Okay, so there is a comment, and then I will ask my question. The comment from Olga, one of our MCCs. Big thanks to Eva. It's a great example when technical difficulties do not interfere with the depth of the session and the mastery of the coach. And I can only second that. So my question is, after Gulnara started this, after the start of the session, how did you, I guess, like, where did you draw the concentration and inspiration that helped you not to get lost in the request? Because it was a huge request for 30 minutes. Doesn't make sense at all? I think the concentration is always to be focused on the relationship. Mm-hmm. So there are technical problems and everything, but all the time the conversation will only move if we have established a relationship. So my focus was there. Mm-hmm. And I would have to watch it again, but I think I did ask at some point. I tried to summarize my understanding and to ask what would be important for this session. And then she said powerful questions so she could have insights. So yeah, so what's the big topic? What's the desired outcome? The process itself helps. Mm-hmm. But I'm not following, I'm prioritizing the relationship, not the process. Thank you. Process is background, it's there, it's important. Thank you. Я просто поймала себя на мысли, что я чувствовала себя потерянной, если бы я была коучем в этой ситуации. Я спросила, что позволило Еве как бы концентрироваться на сессии. И ответ Эвы: самое главное — это построить отношения с клиентом, и как бы на этом концентрация. И все эти технические трудности, это все остается за кадром. А самое основное,
вот помог вопрос, с чем хочет Гульнара уйти, да, она сказала, что хочет уйти с сильным вопросом, но самое главное — это отношения с клиентом, а процесс уже второстепенный идет. All right, thank you so much. Because people are typing their questions, that we get them like a little bit after the session. Will it be okay if I'll send them to you? Would you be would you be able to answer via email? Yes. All right. And would you like me to share the recording with you? Would that be something you? Yes, that would be interesting, please. All right. Yeah. I'm Thank so you. grateful for you agreeing to be with us. It was a huge inspiration, and I look forward to working more with you. And well, I'm hoping we have a chance to work more with you. I don't want to get ahead of myself, but I'm very grateful that you are with us, and this session was truly beautiful. Well, I thank you, and it's a pleasure, really, and an honor to be here. I thank you for the opportunity, and I do hope we have further opportunities. It will be a pleasure, and for me, the technical difficulty is more the delay in the translation. You can say that because there were moments she was smiling, and I had to wait for you to translate. Now, these are beautiful moments for us to say, what's happening? Where is this coming from? The here and now, because there is the strength. But still, we did it, so good. Thank you. Thank you. Я поблагодарила Эву за прекрасную сессию, за такую глубокую, красивую сессию. И Эва ответила, что... Эва поблагодарила нас за возможность быть сегодня с нами и сказала, что на самом деле главная техническая трудность была перевод, потому что клиент, например, улыбается, и этот прекрасный момент тут же среагировать. А из-за того, что перевод задерживает реакцию, нет возможности это сделать. All right. Thank you. Thank you a lot, Eva. I don't want to let you go, but I know I have to. Thank you. Thank you, and special thanks again to Gulnara and your courage, Gulnara. And thank you all, and thanks you, Ksenia, also not only for the invitation, but for the translation. So we'll be in touch. We will be, for sure. Thank you. Thank you. Bye. Bye.